Всем привет, Сумитори-чан! Сегодня мы находимся на севере Японии, в префектуре Нагано. Приехали немножко отдохнуть от нашей южной летней жары к друзьям. Знакомьтесь, это Сценарию. И сегодня мы сделаем видео о том, как отличается жизнь на юге Японии и на севере Японии. Конечно, Фукуока — это не совсем самый юг Японии, потому что есть южные острова, как Окинава и так далее. И Нагано тоже не самый север Японии, есть же Хоккайдо, еще севернее. Но это север относительно Фукуоки, так точно, и Токио тоже. Поэтому сегодня расскажем вам, чем отличается жизнь там, где тепло и прохладненько. Всем привет! Спасибо всем за вопросы, кто отправил. И начнем. Почему вы выбрали именно юг, а не север Японии? Это вопрос скорее ко мне, но к тебе тоже вопрос, почему вы выбрали север Японии. Мы вообще изначально жили в одной префектуре. Мы жили в Сайтама, это близлежащая префектура к Токио, поэтому было удобно ездить и в университет в Токио, и на работу в Токио, и там мы и познакомились в Сайтама. И потом мы разъехались. Мы на юг, а ребята на север. Когда мы приехали в Мацумото, город Мацумото, это в Нагано, просто вот как будто влюбились в этот город, горы, вот это все. Все-таки я сама родилась в городе, где очень много гор, поэтому, когда мы сюда приехали, первое сразу впечатление просто супер, мы хотим здесь жить. И это было причем одновременно у нас с мужем. И это еще не совсем север, конечно, Японии, но здесь есть снег, что нас очень обрадовало после Сайтама. То есть вы любите именно горы и снег, поэтому вы все-таки выбрали больше такой северный климат. Да. Я думаю, вы знаете, почему мы выбрали Фукуоку. Я сама выросла там, где море, пляж, поэтому мне хотелось не то, что на юг и в жару, мне хотелось там, где в доступе есть красивые пляжи, где можно не только купаться, но и просто прогуляться. И я, наверное, больше все же морской человек, чем горный человек. Если выбирать между морем и горами, я все-таки выберу море. Плюсы и минусы жизни в Нагано. Первым сразу хочу уделить внимание вода. Вода. Здесь намного вкуснее вода. Даже вот когда моешься, я помню, что в Токио как будто сушило у меня все, а здесь прям вот она вкусная. Здесь же японские Альпы, горы, с которых стекает, получается, чистая вода, поэтому реально даже мы пили у вас в гостях воду из крана, она вкуснее, чем и в Токио, и в Фукуоке даже. Овощи, больше видов овощей намного, и они дешевле. Грибы в Нагано. Да. У вас так много видов грибов, у нас нет так много в Фукуоке, и в Токио тем более. Все-таки горы. Да, я очень Ходите за грибами в горы? Нет, еще не ходили, но было много таких идей. Сами люди, все-таки в Токио, это большой город, очень густонаселенный, и все там пытаются заработать. Занятые. Очень занятые, все живут в каком-то, может быть, если можно так сказать, стрессовая какая-то жизнь, да, то есть ты должен успевать за вот это время столько-то заработать. Да, темп жизни очень быстрый, такой напряженный. Да, здесь люди очень намного спокойнее, расслабленные, такие на чили. Даже общаться, что ли, со всеми здесь проще. А что насчет минусов? Есть даже вот такой вопрос. Есть ли разочарование в севере и юге у нас, как мы переехали из Токио, из Сайтамы? У тебя есть? Разочарование или минусы? Ну, насчет плюсов, кстати, переезда очень похоже. Скорее всего, не разница в том, что север и юг, а разница просто вот Токио и все остальное. Потому что в Фукуоке тоже люди более такие расслабленные, чильные, не спешат куда-то. Конечно, Фукуока больше размером, чем Мацумото город в его префектуре Нагано. Поэтому немного более темп такой быстрый, но все же, да, проще с людьми общаться, как мне кажется. И тоже у нас дешевле и овощи, и фрукты, и аренда. Мы тоже снимаем дом дешевле, чем в Токио. Мы снимали квартиру даже. Поэтому это все плюсы. Вот, и море классное. А насчет минусов или разочарований. Прямо разочарований у меня нет, честно. Я довольна нашим переездом. Мне за вот почти 3 года, что мы живем в Фукуоке, все нравится. Минусы, о которых я уже не раз говорила в видео. Очень жаркое лето. Прям очень жаркое. Жаркое и длинное. Если бы оно было просто жаркое, ладно. Оно начинается вот с июня и до октября в последнее время. В прошлом году у нас до конца октября было вот 29 днем. То есть не осень совершенно. Да, в октябре даже. А, допустим, в августе сейчас, почему мы уехали к друзьям в Нагано, у нас ночью не опускается температура вообще. У нас днем 35-36 и ночью 30-29. Ты не отдыхаешь, ты открываешь окно, и это такая парилка, баня из окна. У вас попрохладнее, поэтому это минус для меня жизни в Фукуоке, конечно. Вот, есть ли минусы жизни здесь? Это не то чтобы минус, если сравнить с Токио, то здесь, конечно, намного меньше плотность хороших магазинов.
Вот. То есть ты хочешь, допустим, в какой-то магазин сесть, а его здесь нет, допустим, в этом городе. А в Токио оно было доступно. Переходишь на интернет-магазин. Не то чтобы минус, но все зависит, кому как нравится. Некоторым же все равно нравится пощупать перед тем, как купить. Да. То есть в этом плане, да, немного отличается Токио. В остальном я тоже очень довольна Мацумото, просто никаких претензий. Не скучно ли вам здесь, в Нагано? Это же все-таки как деревня. О, хороший вопрос. Если что, это город. Нагано — это префектура. Нагано префектура, Фукуока префектура. Внутри Нагано есть много городов. Вы живете в городе Мацумото. Мы живем в городе Фукуока, в Фукуоке. После Токио, да, это пока что деревня, мне кажется. Даже я Фукуоку называю деревней после Токио. Мы любители природы, то есть нам только выехать за город, это просто, наоборот, самый кайф. А сколько людей живет в Мацумото городе? 230 тысяч. 230 тысяч. В Фукуоке в городе 1 600 000 человек, поэтому разница большая, конечно. Но у нас в этом плане совсем нету проблемы занять себя на выходных. У нас вот в Фукуоке много что есть и в городе, и природные места. Конечно, сравнивая с Токио, все-таки даже Фукуока, хоть это и большой город, 5-й по размеру в Японии, не считая Токио, сравнивая со столицей, много чего нет. Какие-то такие крупные выставки особенно. Какие-то там коллаборации модных брендов. Допустим, там Louis Vuitton коллаборация с японской художницей Ксама Яйой. И ты смотришь в инстаграме своих друзей, кто в Токио живет, и они на эти выставки модные ходят. И ты такой думаешь, а у нас нету. И потом думаешь, а мы на них бы и не пошли, если мы в Токио жили. Поэтому особо даже и не жалеешь. А в северных регионах Японии меньше насекомых? Если у вас комары? Очень. А, да? Очень есть. Ну, мне кажется, как будто бы меньше, чем в Токио. Пауков здесь очень много. Пауки? Да, я их просто очень боюсь. Большие или маленькие? Они большие и маленькие. Большие какого размера? Вот самый большой, который я видел, вот он был где-то вот такой. Так это маленький. Серьезно? Не знаю. Я уже от этого пищала. Я очень боюсь тоже пауков. В Фукуоке есть вот такие вот размером с руку, без привлечений. Вот такие, как тарантулы, ашидакагума называется, вид пауков, они вот такие, у них реально толстые ноги, как пальцы мои, вот такие большие ноги. Есть в Фукуоке, они на юге часто водятся. Я лично их видела за городом только, поэтому в нашем доме их нет, но размеры пауков, мне кажется, на юге больше. Ну, с югом, конечно, все равно жара у вас, там все-таки насекомые побольше будут. А тараканы у вас есть? Тараканы есть. Маленькие? Были, нет, они... Мне кажется, у нас побольше, мне кажется, у нас... Что? Такого размера? Летающие тараканы. Как? Ну, в плане, они летают. Таракан? Да. Кукроч? Да, они летают. Так, у меня голова сейчас лопнет. Как летают тараканы? Ну это все, я не поеду на юг. Где живет больше дикой живности? Кабаны, змеи. У вас есть точно, я знаю, медведи. Медведи, да, у нас они, особенно в последнее время, часто новостей, что они где-то там вышли. Спускаются с гор? Да, спускаются с гор, и какие-то инциденты происходят, там кого-то поранили. Здесь, получается, черный японский медведь, у которого такая еще как будто луна на животике. Да. Они на фотографиях смотрятся милыми, но они размером с человека, если становятся на 2 ноги. Есть еще, помимо медведей, у нас щика. Олени? Да, японские олени. Они тут тоже не редкость. В Токио я такого не видела. Ну, 100%. Да. Кабаны тоже, наверное, у вас есть. Кабанов, слушай, я не слышала, что у нас кабаны. А обезьяны? Обезьяны, да, есть. В Камикоче мы еще когда были. Точно. Да. Есть же даже горячие источники, где купаются обезьянки. Это в Нагано как раз. У них там попка еще такая красненькая. У нас на юге нету медведей, к счастью, поэтому я часто хожу в походы в горы, не боясь. В Японии часто, когда в горы идешь, колокольчики приделывают себе люди, чтобы отпугивать медведей. Я что-то не верю, что они особо спасут от медведя, если он голодный. Поэтому я рада, что на юге медведя нет. У нас есть кабаны. Я ни разу не видела, но знаю от многих знакомых, кто живет ближе к горам, особенно у кого есть свои поля какие-то, что кабаны прямо растаптывают или там съедают овощи. Но опять-таки это нужно идти куда-то вне города, ближе к природе, чтобы встретить всех этих животных. Сейчас всех испугаю. Надо не поеду такие, там у вас пауки, комары, кабаны. Какой регион удобнее по инфраструктуре? И также похожий опрос, возможно ли в Нагано передвигаться без машины? Очень хороший вопрос. Сразу отвечу нет. Без машины здесь никак.
Просто никак. Здесь расстояние между твоего дома до супермаркета обязательно будет на машине 10-15, может, даже 20 минут, зависит от где вы живете. Поэтому без машины здесь никак. Имейте это в виду. Если будете сюда приезжать, обязательно сдавать на права и покупать машину, получается. Хорошо, что они здесь не такие дорогие, особенно дорогие, если БУ машины да. можно выгодно купить. В этом плане отличие, наверное, не потому, что юг и север, а из-за размера города. И, допустим, даже Фукуока большой город, поэтому у нас лучшая инфраструктура. Допустим, в Фукуоке есть метро подземное, как в Токио, например, и оно в Японии только в больших городах есть. Есть обычные наземные поезда, есть большие станции, где останавливаются скоростные поезда. Плюс к этому есть автобусы, очень много автобусов. У нас реально каждые пары минут автобусы отправляются с остановок, поэтому нет такого, что ты пришел и час ждешь, там через 5 минут новый автобус приедет. Много ли зимой на севере снега? Очень много. По крайней мере, если сравнить с Токио, я, конечно, не сравниваю с Хоккайдо, Аомори там и Ниигата. Еще другими, больше да, северной где префектуры. намного больше, я знаю, что снега, но здесь вполне достаточно, то есть у нас до колена может выпасть здесь. Это вот много. в этом городе, да. То есть вы убираете снег лопатами? Да, убираем. То есть мы лопату купили Ничего целую. себе! И они здесь очень быстро раскупаются. Лопаты? Да. Я как человек южный, кто вырос там, где особо снег, никогда даже и не накапливался, не могу себе представить это, конечно. У нас в Фукуоке в прошлом году 3 раза зимой выпал снег, но он не собирался, просто такими большими хлопьями. Насколько контраст температуры летом и зимой на севере и юге? Опять-таки мы сравниваем Фукуоку и Нагану. Летом у нас максимум 35, нету такой духоты, как было в Токио. И зимой у нас минус 15. Минус 15? Но оно почему-то в Мацумото-ши показывает, что у вас самое холодное минус 6 в январе ночью. Ничего подобного, я видела. У нас в Фукуоке зимой плюс 10, плюс 12, даже в феврале днем. Ночью может быть 0. То есть у нас даже минус не опускается. Там минус 2 максимум может опускаться. Но летом у нас намного влажнее, потому что мы окружены океаном, мы ближе к воде, и оно все испаряется. Поэтому у нас влажность очень высокая. У нас вот днем там 36, 37, даже 38 было в прошлом году максимально, я помню. Но чувствуется жарче, чувствуется под 45, и ночью не опускается, ночью там плюс 29. Поэтому у вас, вот мы сейчас находимся в Нагану, август, днем было 34, когда вот мы приехали пик, сейчас 29, а ночью 20, 18 даже. На севере правда есть отопление? Нету. К сожалению, нету. Мы отапливаемся сами. Мы покупаем такую печь, которая работает на керосине. То есть, очень в Японии популярно. Да, очень популярны и согревает весь дом, то есть и не так-то и дорого. То есть центрального отопления, получается, здесь Нет. именно в Нагану нет. Я видела на Хоккайдо, это самый север Японии, где больше молодых пар, на юге или на севере, где старше население. Не, ну у вас по численности больше. И не только. В Фукуоке на количество населения, количество молодых людей больше, чем в Токио. Не в плане, что у нас в Фукуоке население больше, да, чем в Нагано, и у нас больше молодых людей, это понятное дело. Но даже именно в соотношении, да, больше. даже больше, чем в Токио. В Фукуоке у нас много съезжается Молодежь. молодых людей, там университеты есть хорошие в Фукуоке. Есть ли разница в оплате коммунальных услуг? К этому вопросу мы готовились. Если все вместе посчитать, месяц приблизительно у нас выходит минимум 17 тысяч йен и максимум 30 тысяч йен. На все-все-все? На все-все-все. У вас, Газ. получается, на газе подогревается вода Да. в доме горячая, плюс электричество, плюс вода. И также вы отапливаете с керосином. Точно. То есть если по поводу керосина, то есть оно на самом деле не очень дорогое. Мы вот 18 литров берем за 2000 йен. И это где-то хватает на неделю обогреть твой дом. Поэтому 2000 йен в неделю — это не дешево. У нас по коммуналке, я посмотрела, минимальная может стоить где-то 16 тысяч йен в месяц, и максимальная довольно дорого, потому что у нас дорого электричество, получается, мы им отапливаемся. Максимальная где-то, наверное, 35 тысяч йен в месяц, потому что зимой основное отопление — это кондиционер. Мы не используем керосин и другие обогреватели. одинаково. Да, мне кажется, примерно одинаково. Да. Есть ли различия в ценах на жилье, еду и так далее? Давай сравним между Нагану и Фукуокой. Сколько у вас стоит арендная плата?
125 тысяч О, в месяц. в месяц. У нас 130 тысяч в месяц. Мы снимаем частный дом, старый, 100 квадратных метров. Мгм. Вы снимаете более новый частный дом, тоже Мгм. метров, наверное, сколько тут? 90. 90. Мгм. Ну примерно одинаково получается. Мгм. И мы живем тоже как в городе, но минут 20 от станции. Пешком? Пешком. То же самое, у нас тоже М. 20 минут пешком до станции. В Токио за такие цены дом снять, и чтобы это было еще и в центре Токио, даже И на большой окраине. дом. Даже на окраине Токио за такие цены Да. трудно найти. И вы, и мы используем машину. Да. У вас, ты говорила, стоит дороже бензин. Бензин, да, у нас литр 176 где-то. Да. Бывает до 180 О. поднимается. У нас 160, 164, я бы сказала. Зависит от места, конечно, бывает и дороже. Но дешевле, потому что порт Фукуоки, видимо, они привозят туда Да. бензин и сразу его заливают. Где чаще случаются природные катастрофы, как землетрясения и наводнения? Мгм. Есть несколько разных видов природных катастроф. В Японии, допустим, землетрясения, наводнения, оползни в горах, Мгм. тайфуны, которые вызывают сильный ветер и как раз-таки наводнения из-за сильных дождей. Извержение вулканов. Цунами может быть вызвано, если сильное землетрясение где-нибудь в океане. Если говорить о Фукуоке, зависит, конечно же, от места, где ты живешь. Если ты живешь под горой, то там есть риск и обвалов в горах, и оползни могут быть. У нас море, поэтому если это сильный какой-нибудь тайфун с сильным ветром и много дождя, то тогда могут перелиться реки, и может, допустим, быть слишком сильные волны, поэтому близко находиться к морю, когда тайфун, опасно. Но я бы не сказала, что у нас есть какая-то опасность в плане цунами, потому что я рассказывала, что Фукуока не сейсмоактивная зона. Риск землетрясений везде в Японии есть, в любом городе, в Фукуоке тоже, но это не считается самой такой опасной точкой в Японии. Поэтому, допустим, цунами или сильные землетрясения у нас, к счастью, не ожидаются в ближайшие 30-40 лет, но шанс все равно, конечно, везде есть минимальный. Вот. Что насчет вас? Я здесь прожила всего 2 года. У нас было только одно землетрясение на где-то 3 балла. Такое, которое чувствуется слегка. Да. Оползни, да, у нас тоже есть. У нас очень много гор. И если льет как из ведра, оползни, поэтому очень много предупреждений, то есть появляется не подъезжать к горам, закрывать дороги, которые возле гор. Ну и все, цунами до нас тоже не доходит. У вас нету моря. Да. Я знаю, что Нагано более сейсмоактивная зона, потому что у вас есть вулканы здесь. Здесь же Асама-сан вулкан, Точно, какой-то точно. там еще вулкан. Потому что горы это не всегда просто горы, там часто смешанные с вулканами. Да. Как сказать, везде есть свои какие-то опасности, и нужно быть готовым знать себя, как себя вести. Насколько леса отличаются? Одним взглядом можно понять, где северный, а где южный? Очень сильно отличается, тоже мне так кажется. кажется. У вас тропические какие-то деревья, у нас Пальмы. они... У нас, допустим, березы есть даже, да? Да, у вас есть березы, я была в шоке. Есть ли акценты в японском языке на севере и юге? Нет же такого, что ты не понимаешь, что тебе говорят там в магазине, Нет, допустим, нет. вот Всё жители то же Нагано. самое, да. Как и в Токио, да? Мгм. Ну и в Фукуоке также, в принципе. Там тоже есть свой диалект фукуоковский. И в Японии во многих городах и префектурах есть свои диалекты, но они не сильно непонятные. То есть там база такая же, как классический японский язык, как в Токио, но добавляют какое-нибудь такое окончание интересное. да. И ты понимаешь, Да, что да. говорят, но оно звучит немножко забавно. Я очень тоже плохо знаю фукуоковский диалект, его мало кто использует реально. Но я вот знаю, что они говорят, допустим, «нани сыры», что будем делать, да? Это классический японский «нани сыры». На фукуоковском они будут говорить «нани сёто», О, такой милый «нани милый, сёто». да, очень. Ну, ничего Вот. там. Какие существуют различия в еде? Различаются ли сезонные овощи и фрукты? У вас точно яблоки известны. В Да. Нагано очень много яблочных ферм, где выращивают яблоки. Можно даже прийти их там сорвать, поесть на месте. Мы Виноград. даже ездили. Виноград. Вино Да. у вас изготавливают. Да, изготавливают. Черника, голубика. Есть малина, есть. Вот. Но уже не сезон, она только Ну в да, июне да, получается, да, к сожалению. да. Не успели мы на малину. Шиповник есть. М, Нектарина добавляется. То есть тоже все от сезона зависит. Персики тоже есть. Ну, в принципе, много Персики, очень у да, вас да. разных фруктов. В Фукуоке тоже есть персики и виноград. Но у нас виноград такой крупный выращивают, который
кёхо виноград называется, из него вино не делают, он слишком сладкий для этого. То есть просто такой десертный виноград. И персики, яблоки у нас мало выращивают, для них, наверное, слишком жарко. Но у нас выращивают груши японские, которые наши. Из овощей, ну как не совсем овощей, но не фруктов, у вас грибы. Много разных видов грибов, которых у нас на юге и в Токио я не видела. Назову на русском. Да, очень много разных видов. И у вас васаби выращивают? Да. Это овощ? Корнеплод? Корнеплод? Именно настоящий сырой васаби даже в магазине продается. В Японии это редкость, он дорогой, и его можно выращивать только там, где чистая как раз-таки вода. Есть ли фирменные северные и южные блюда? Мне кажется, различия именно потому, что север-юг нет, опять-таки, к сожалению. Фукуока знаменита раменом. Тонкоцу рамен на свином бульоне. Это фукуоковское такое локальное блюдо. Оно как раз у нас зародилось, потому что Фукуока близко к Китаю. И из Китая впервые именно в Фукуоку пришло это блюдо. Суши у нас вкусные, потому что море близко, очень много свежей рыбы. У нас наоборот, если про суши говорить, то у нас с двух сторон море, и оно очень далеко от нас. И туда 3 часа, наверное. Да, 3 часа, поэтому плотность ресторанов суши здесь намного меньше, я думаю, чем в Фукуока. И свежую рыбу здесь поесть, это тоже надо поискать. Еще какой у нас популярный, это, наверное, соба. Соба, гречневая лапша. Да, гречневая лапша здесь очень популярная, потому что и вода вкусная, и что очень много собы здесь выращивают, то есть гречку. И ояки. Пирожки. Да, пирожки. И там начинки из разных типа грибов, местных каких-то овощей. Где больше туристов и где будет легче иностранцу? Фукуока, конечно, тяжело сравнить, и с Токио тоже, но здесь, мне кажется, очень большое количество туристов. Особенно вот чувствую большое количество иностранцев именно из Европы, мне кажется. Приезжают на лыжные курорты кататься, да? А легче ли будет здесь иностранцу? Это тоже вопрос с подвохом. Как тебе здесь? Ну, я, по крайней мере, не сильно чувствую разницу между Токио. Ну, и, как вы видите, да, внешность у меня немного отличается. У тебя это чит-код. Да, чит-код в Японии. Не было никаких каких-то проблем. Конечно, если ты иностранец, они все равно будут к тебе какой-то питать интерес, может быть, или наоборот, типа, тогда, типа, я от тебя подальше. Я не знаю, кто ты там, откуда, поэтому страшно. То есть есть такие люди. Очень разные люди, мне кажется, не сильно отличаются. Не зависит. Мне кажется, тоже это зависит не потому, что там север или юг, а опять-таки из-за размера города. В больших городах больше живущих, работающих, учащихся иностранцев, поэтому там уже больше привыкших к этому японцев. Да. Которые не особо пугаются, когда видят там человека с другой внешностью. Но, честно скажу, в Фукуоке за счет того, что много именно азиатских иностранцев и живущих, и туристов, люди все равно более такие любопытные, чем в Токио по сравнению. То есть я, переехав в Фукуоку, чувствую, что на меня больше смотрят, чаще задают вопросы, откуда ты, давно ли ты тут живешь, такой хороший японский язык. Когда в Токио, в принципе, уже мало кто спрашивал, и люди привыкли, что ты в Японии живешь? Ну окей, наверное, давно живешь? Интереса нет. Я с этим согласна. В Токио как бы не было, то есть это была не новинка, да, какая-то, что иностранец приходит в твой магазин или куда-нибудь, да, то есть они, иностранец. А вот здесь больше, то есть, откуда вы, то есть, что вы здесь делали, почему в Мацумото переехали, как так, типа, из Токио в Мацумото, типа, такие вопросы очень много не задают. Тебя не спрашивают причину, почему вы переехали из Токио в Мацумото? Все спрашивают по-главному. Они не предполагают, что потому что работа мужа здесь? У меня почти предполагают. Да, предполагают, да. Почти всегда, когда меня спрашивают, почему переехали из Токио в Фукуоку, и еще до того, как я успеваю ответить, они такие, из-за работы мужа? Я такая, нет, просто хотелось переехать. И они не понимают, почему. У меня тоже такие были инциденты. Ну, не каждый раз, но такой, типа, наверное, из-за мужа, да. В Японии часто переезжают жены как с семьями из-за того, что мужа перевели из Токио в какой-то другой отдаленный регион, и жены за ними едут вместе, даже если не хотят, подстраиваются. Для японцев бывает иногда не очень понятно, почему мы выбрали вместо Токио, яркого, такого живого, такие маленькие города. Особенно для тех, кто никогда не жил в Токио, и они хотят когда-нибудь в большой город переехать. Ну, Фукуока не маленький город. Ты его так назвала. Вот про меня можно так сказать. Что есть на севере, чего нет на юге, кроме снега и холодной погоды? Вопрос очень такой тяжелый. Медведи.
Да сильно, мне кажется, тогда не отличается, если помимо холода и снега. Вывод этого видео. Но главное отличие — это климат все-таки. Потому что у вас намного приятнее суше, и есть перепады температуры днем и ночью, утром, в отличие от нас, где у нас всегда вот летом такая парилка стоит. Ну и зимой у вас попрохладнее все-таки. Да. И там, наверное, одинаково почти получается по ценам, по комфорту. У вас меньше людей, у нас больше людей, потому что город больше. Поэтому, наверное, все-таки, если выбирать место жизни в Японии, можно выбирать, основываясь на своих каких-то таких предпочтениях. Вы любите больше горы или море, более такое жаркое лето или прохладную зиму, и вы там любите лыжи и сноуборды. Конечно, у нас в этом плане мы проигрываем 100%. Поэтому надеюсь, что вам было интересно это видео. Сунори, спасибо за интервью. Вам спасибо, надеюсь, вам понравилось. Мы будем к вам каждое лето приезжать спасаться от жары. Страшно сразу. Приезжайте обязательно. В Икономе море. Да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.